Друзья, мы с вами в гостях у Иветты Лохматовой. Иветта преподает в академии, и для меня она просто прекрасный, выдающийся живописец современности. Я попросил подписчиков прислать вопросы для Иветты, и вот я буду зачитывать, а Иветта будет отвечать. Надежда Васильева, каких принципов или норм вы придерживаетесь в работе? Ну, есть определенные, ну вот как у импрессиониста, да, у меня, можно сказать, принципы. Я стараюсь, чтобы работы были светлые, писать цветнее и светлее. В общем-то, как нас наш учитель Руднев Василий Филиппович учил. И когда я выхожу на натуру, подхожу к холсту, я всегда себе говорю, легче писать. Ты идешь от темного к светлому или наоборот? От темного. То есть я закладываю темные к белому, потом кладу какой-то самый яркий, допустим, насыщенный. И опять возвращаюсь к темным и начинаю их уже рефлексировать. То есть их подгоняю к белому. То есть одно к другому. Но всегда от плотных. То есть я подбиваю плотными все к самому светлому. Ну, тогда как-то меньше ошибок совершаешь. И понятно, как двигаться. То есть так быстрее. Как бы отработанный такой метод, как профессионализм, можно сказать. Коровин говорил, что от темного, когда пишешь, сочнее живопись получается. Да, а потом, наоборот, их потом ослабить легче, темные, чем наоборот. Часто использует ли Иветта зарисовки, этюды в написании картин? Нет, не часто. Я нет. А для чего тогда этюды нужны? Но этюды, они как самостоятельные идут произведения. Тогда они в уже общем-то, картины. это да. Картина там немножко другой, конечно, подход. Уже, более, может быть, композиционный, больше отбора, там технически по-другому решается. Вот. Но я как-то перегораю на предварительных, а потом уже неинтересно, потому что всегда я допускаю, такой как это сказать, эксперимент. То есть я пишу, мне неинтересно, и я начинаю менять, полностью могу переписать. Так, и там за счет этого образуется некоторая сложность. То есть валер ты набираешь, какая-то фактура, ты там можешь мастихином прижать, чуть-чуть схватилась краска, какие-то сплавы. То есть возникают вещи, которые ты в раз не сделаешь. Или заведомо, зная, ты закладываешь. То есть, какой-то элемент случайности, он обязательно должен быть. Что тебя цепляет в работах других художников нашего времени? Я всегда вообще реагирую все-таки на колорит, на цвет. Поскольку занимаюсь, живописью, проблемами колористики, меня как-то это цепляет. Потом я смотрю уже сюжет, детали, композиции, конечно. Энергия, она передается. То есть если ты сам заряженный, то есть тебя захватывает, то зритель обязательно это почувствует. Олег Сизаненко. В ВУЗе учат всех примерно одному – точному попаданию в тон, цвет, рисунок. А как отойти от учебных работ и стать художником? Да, действительно. Школа есть школа, одни требования, а получится ли художник – это уже дело судьбы, человека. Но если он стремится, я не знаю, ходить по музеям, расширять свой кругозор, все-таки там учиться у мастеров, может быть, экспериментировать, но и немножко свое мышление все-таки двигать, как-то развивать, пробовать что-то по-другому. Вообще, конечно, сложный очень вопрос, потому что, конечно, учатся многие, но художники это единицы. Может быть, это данность какая-то даже. Не знаю, можно ли это развить. Олег Сизаненко. Художник зачастую становится заложником однажды найденного стиля. Вам не хотелось кардинально поменяться без оглядки на почитателей вашего таланта, например, как Бато, выставить чистые холсты сейчас на выставке в Новгороде? Да, я видела, да. Нет, пока мне интересно. Я вижу, что там просто копать и, не знаю, очень, очень много еще можно чему совершенствоваться. То есть такая бездна. Я пока не вижу этого ограничения. То есть я вижу
в своих работах, да, как сказать, ну, недостатки какие-то, мне хочется лучше что-то, это еще улучшить. Потом глаз развивается, да, все-таки он где-то тоньше настраивается, где-то он точнее берет. То есть, мне кажется, там много еще можно чего. Николай Белышев. Уважаемая Иветта, мотив на пленэре как сильно влияет на ваш замысел исполнения будущей работы? Ну, влияет, конечно. Это же впечатление. Вообще я люблю сюжетные вещи. Даже если это маленький какой-то, ну, небольшой этюд, но чтобы был сюжет. То есть там фигурки, храм, какая-то завязка. Гуси, да. Ну вот полдень, вот что-то, какая-то привязка. Оно дает как бы образность и дает то, что ваша вот картинка, она будет запоминаться. То есть есть художники, которые очень хорошо пишут пейзажи, их много, классно пишут, да, но вы не вспомните ни одного. Вот так. То есть сюжет важен, он тоже запоминается. Это, ну, какой-то образ. Даже если это маленький этюд, можно маленькую вещь сделать и картину небольшого размера. Поэтому, ну, для меня это интересно, важно. Лена из Сицилии. Какой был самый сильный толчок для дальнейшего творчества в вашей жизни? Ну, все время, все, что-то жизнь подталкивает. Но у меня как-то вот складывается больше из преодоления такого. То есть, если возникает препятствие, это меня вдохновляет. Что ты имеешь в виду? Ну, пример. Ну, во-первых, да, что-то вот не получается, или наоборот, там, не знаю, в какую-то выставку там не попала, такое бывало. Ну, сейчас я сделаю, ну все. Так, ну, то есть, любое какой-то, да, момент такой. То есть доказать? Оно наоборот, то есть меня как-то вдохновляет. Мотивирует. Препятствия. Назовите одну из любимых фраз, это Лена из Сицилии, постулатов, связанных с живописью. Ну, у меня есть вот любимое такое выражение, это слова Игансона и то, что нам всегда говорил Руднев, мой учитель, Скалов Василий Васильевич, то, что живопись – это качество цвета, а рисунок – количество. В том числе, и, я думаю, к количеству цвета относится и композиция, это тоже вот к этому. То есть количество цвета – это и композиция. Мы же компонуем, да, ты возьмешь столько красного или больше, меньше, там как-то вот это все тоже очень связано. То есть для меня это важно, особенно качество цвета. То есть рисунок это не обязательно вот точно, ну вот как привыкли, да, воспринимать что-то отрисовано, а вот именно расположить композиционно в холсте вот эти количество цвета, да, это и есть рисунок. Ну это уж такое высшее, наверное, как бы мастерство, ну, к которому стремишься. Ну, я внутренне ощущаю это как мозаика вот из различных пятен. Сколько их, да, каких... сколько, куда, вот да, вплоть да, до куда, да. каких-то, вот знаешь, до точки. Да, да. Вот это и есть рисунок. Светлана Цимошак, Лосаева, Минск, видимо. Что для вас самое важное в ваших готовых картинах? Важно, чтобы они передавали ощущения, то есть вот то, что видела я, вот то, что я переживала. Но это сложно достичь. Все равно ты всегда недоволен. То есть ты видишь, что в натуре лучше. Ну, это на самом деле всегда лучше. Ну, невозможно, наверное, это вот. То есть немножко ты можешь, да, где-то вот, ну, насколько ты можешь передать. Важную вещь ты сказал, что в натуре лучше. Я когда пишу, я вот найти баланс между тем, что натура предлагает, и тем, что я делаю, да, довольно сложно, потому что ты забываешь, что ты не копируешь натуру, а делаешь ощущение. Что значит натура лучше? Ну, лучше, да, но есть ты же такое. делаешь свое отношение. Да, но вот то, что ты вот видишь, ну, хочется как-то сильнее, что ли, вот это вот передать. Мне кажется, все равно, вот, ну да, такая гонка возникает, что ты гонишься за этим, ну, не за эффектом. Ну вот как вот, когда снег там искрится, да, как это передать? Все равно там как-то ярче кажется все это вот. Снять очки.
Сложно, да. Ну, вот есть такая, да, какая-то вот погоня. Но это погоня, наверное, из-за того, что у нас ограниченные средства, естественно, белая и Да. черная краска. А тут все Ограничено. встретится. Тем более, что сейчас краски немножко, конечно, они подиспортились, качество. Особенно белил. Они не белые, они просто серые. Это реально. Вот ты выдавливаешь, а оно не дает вот этой звучности. Как вы любите работать, в одиночестве или с коллегами? Ну, наверное, в одиночестве. Ну, хотя на пленэре мы вместе пишем, но там все равно немножко как-то вот все расходятся по своим там. Ну, в мастерской понятно. Ну, мне компания как-то не нужна. Наоборот, я вот даже в тишине и без музыки. Какие цвета у вас всегда в палитре? Ну, конечно, разные синие. Ну, понятно, белила. Нет охры у меня, кстати. Вообще нет. Она, да, она ушла, причем незаметно. Как интересно. Я сама не заметила. Ну, нет, когда портрет, да. Но если пейзаж, то есть она мне вот немножко То есть грязнит. ни желтая, никакая? Нет, Вообще? желтый это точно. Нет, желтая охра. Индийская у меня, А. Марс желтый. Ну, никакие коричневые. И коричневых нет? Нет, только Марс желтый. Индийская. И сейчас вошла у меня, я очень люблю розовую. Вот эту яркую, китайская, которая, она очень хорошо, вот когда с лимонным, с кадмием, дает такую вот, ну, насыщенность. То есть она придает белилам вот такое свечение, какой-то такой теплый очень колер, красивый. То есть звучность. Ну вот, Ну и все, желтые разные. да, обычный вот. То есть оранжевый. она в принципе не такая широкая. Черный, кстати, Марс. Без него тоже никак. Это обязательно. Светлана, приходится ли работать через себя, чтобы закончить работу? И что вы делаете, если надо писать, а совсем не хочется? Ну, бывает такое, что пишешь и немножко уже остываешь, тебе хочется новую, но ты понимаешь, что это надо закончить. Все равно, как бы, ну, обычно я себя, ну, где-то преодолеваешь, ну, каким образом? Ну, пойдешь в музей, да, сходишь, где-то вдохновишься, то есть нужно что-то посмотреть, может быть, художников там как-то вот. Тогда, да, получается доделать. Может быть, оставить на какое-то время. Или я тогда меняю сюжет. Вот как раз в этот момент я переписываю. Сложный вопрос, как идеи приходят вам в голову? Не знаю. Не знаю. Они просто приходят. Они просто приходят. Вы их записываете или фотографируете? Идеи, да? Ну, бывает, да, фотографирую. Вообще художник всегда работает. Даже когда он едет домой там с работы, глаз-то он работает. Ты же не ходишь просто, ты идешь, ты видишь какое-то освещение, там какой-то пейзаж, там все, у тебя уже вот какая-то идея, да, там фиксирую. Ну, не обязательно, что она реализуется, не всегда получается. Ну, а потом можешь вернуться. Ну, зарисовки делаешь или фотографии? Ну, я фотографирую что-то, вот, какие-то мысли. То Бывает, есть, ну, что накапливаю материал, конечно. То есть у меня большая база там с поездок, и потом возвращаюсь, какие-то сюжеты. Что вам ближе, рисунок или живопись? Ну, живопись, но они, в общем-то, связаны. Тут как-то их сложно разорвать, потому что без рисунка тоже там далеко ты не уедешь. Даже если ты облако и домик пишешь. Ну, то, что я говорила, да, про количество цвета. Это тоже, это и есть рисунок. Поэтому ты постоянно тренируешься, да, в пейзаже. Как-то я долго не писала портрет, там полгода, и думала, что ну как я сейчас возьмусь, я давно вроде бы не рисовала, только пейзажи. Нет, нормально. Обнаружила, что как бы форма не ушла. То есть, видимо, да, в пейзаже ты тоже рисуешь. Ну, ты компонуешь пятна, массы. Потом очень важно масштаб. Я очень люблю перспективу. Вот, там, ближе, дальше, ну, воздушную, линейную, да. Вот. Поэтому это то же самое. А когда многофигурные композиции, вот как ты с масштабом фигур? Интуитивно? Как их размещаешь? Которые ближе, там, побольше должны? Или все-таки они все на одном уровне? Ну, я, конечно, мало занимаюсь такими вот какими-то ну, ты же делала вот с этими ну, это женщинами, диплом, которые... да, можно сказать.
Может быть, они появятся. Мне, конечно, хотелось бы к этому вернуться. Но очень сложно найти сюжет, его скомпоновать, собрать. То есть это действительно очень длительная работа, может быть, там не на год. Как у Моисеенко, помнишь, «Красные пришли», да, он там 4 года, по-моему, собирал материал, писал работу. То есть и всю жизнь художник может какую-то линию вести. А Суриков тоже, например. Это, конечно, гении. Что вы делаете, если случаются перерывы в живописи? Ничего, работаю дальше. То есть нет перерывов? Больших я стараюсь, конечно, чтобы не было. Такие, как месяцем, нет. Естественно, что ты форму теряешь. То есть, как-то я не верю, что не пишешь, а потом раз легко и зашел. Нет, все равно немножко конечно, когда ты каждый день работаешь или там постоянно на пленэре, тебе это дает и скорость. Ты быстрее решаешь какую-то задачу. Алексей Гур и Ивета Лохматова, мастер белого цвета. Ее картины наполнены светом и чистотой. Какой необыкновенный бриллиант подарил нам сама природа. Ее живопись хочется рассматривать, пересматривать много раз, поскольку есть настоящее искусство. Но тут вопросу нет. Теперь от него же вопрос. Где вы черпаете вдохновение? Спасибо за хорошее... И какие ваши любимые художники? Да, за добрые слова. Черпаю, конечно, в природе, в поездках. Сидя в мастерской, честно говоря, долго не хватает эмоций. Да, ты закисаешь, то есть тебе уже хочется пойти, потому что натура, она там непредсказуема, какие-то решения цветовые, все время что-то новое. И потом поездки, новые места тоже открываешь, и и там черп. То есть когда ты приезжаешь с пленэра, ты наполнен, тебе хочется писать. И, как правило, выходит ряд каких-то сюжетных работ. То есть я всегда задумываю какие-то ипатьевская свобода как-то у меня сложилась именно там много сюжетов нашлось. Одно из моих таких любимых мест, куда возвращаешься и тоже там неисчерпаемо. Все время открывается, потому что разные состояния, да, ты видишь по-другому, там, коллектив тоже влияет, естественно. Алексей Гур, а почему современный мир захлестнула волна поп-культуры? Настоящее искусство уже не понимают или его задвигают? Возникает ощущение, что суррогат льется на нас со всех сторон, а к настоящему искусству нужно пробираться. Я согласна, что надо пробираться. То есть это требует усилий, потому что человек неподготовленный, он не сможет воспринять живопись, да, как какие-то такие искусства. То есть нужна определенная подготовка, насмотренность. Нужно ходить в музей, нужно себя образовывать, развиваться. Что помешало или помогло остаться в живописи, а не уйти в смежную или совсем другую отрасль? Потому что мне это интересно. Другое неинтересно. И все. Делала то, что я всегда люблю. Заказы я практически не бралась никогда. То есть, писала то, что мне нравится. Как вы относитесь к фиолетовому и пурпурным цветам? Очень хорошо. Какой кистью и палитрой вы пользуетесь, чтобы писать огромные полотна? Интересно, как вы закрывали большие пространства по цвету и по материалам? Флейцем. Просто большой флейц беру, закрываю. Мастихин тоже, он немножко ускоряет этот процесс. Как вы готовите холст для этюдов? Клей, грунт, разбавляете ли грунт? И как для больших работ? Подход тот же? Поскольку я тянущий, да, использую, сначала желатиню обычно. Сама все делаешь? Да, я все делаю сама, несколько раз. То есть не грунтованный холст? Не грунтованный, нет, конечно. Натягиваешь его? Да, то есть я все готовлю. Желатином прошкуриваю и тоже там несколько раз шпателем закрываю. Чем? Слушай, я люблю эмульсионную
Но краска? немножко я добавляю акриловый обычный грунт. Ну, где-то 50 на 50. Чтобы он, чтобы не сильно тянул. Ну, чтобы он не совсем уже, да, так вот затягивает. Ну, какой-то баланс такой. И пару раз прокрываешь, да? Да. Как вы занимаетесь своим продвижением в соцсетях, на выставках? Никак. Участвуете ли вы в выставках далеко от места жительства? Если да, едете ли вы с картинами на выставку? Ну, участвую. Ну, транспортная компания, наверное? Транспортная компания, очень хорошие есть, сейчас без проблем возят, отправляю. Почему гуси? Они присутствуют на нескольких картинах. Как вы их уговорили позировать? Мне нравится, да, как-то гусей, а потом они белые. Они же в себя вот эти все рефлексы. Ну да, от травы вот это там. как белый, да. Цвет, который вот отражает все это. Ну, то есть для живописи очень интересно. Поэтому ты зимой любишь писать наверняка. Конечно, да. Проводите ли вы мастер-классы? Пока нет. Какие другие виды искусств вас вдохновляют или вы ими занимались? Меня вдохновляет, честно говоря, я очень люблю советский фарфор, мелкую пластику. Вот у меня вдохновение. Вот эти все фигурки, особенно серия вот это детство. У меня целая коллекция дома. Я собираю эти все фигурки. Ну и ОФЗ, Дулева, разные другие заводы. Скульптора у меня любимые, вот Маушева, Дулевского завода. Ну, есть какие-то мечты, которые хочется приобрести, статуэтки. Все-таки тогда, да, вот эта скульптура фарфоровая, ее уже делали мастера, художники. Она необыкновенная. Там такие образы. Очень вдохновляет. Пожелай что-нибудь начинающим художникам. Я пожелаю не сдаваться, вот, и к своей мечте идти, и никогда ее не оставлять. Вот. Ну, нужно верить. И обязательно оно исполнится, все получится. Спасибо тебе большое. Спасибо.